Привет, ARMY. Неужели заявление от руководства могло быть настолько шокирующим, что мировая звезда, как Чингук, отреагировал на него эмоционально, прямо перед множеством сотрудников? Почему Чимин подошел с необычным жестом, вызвавшим волну спекуляций о чем-то гораздо большим, чем кажется на первый взгляд? И самый тревожный вопрос – скрывает ли HYBE решение, которое может навсегда изменить курс карьеры BTS? Эти вопросы потрясли сообщество ARMY по всему миру после появления отчета о том, что Чингук выглядел потрясенным вскоре после того, как получил заявление от HYBE на закрытой встрече. Его реакция была не просто эмоциональной, она погрузила всю комнату в тишину. Спонтанная поддержка со стороны Чимина также привлекла внимание очевидцев, находившихся в той же комнате. Впервые информация всплыла на платформе, связанной с индустрией развлечений Южной Кореи, где анонимный пользователь, представившийся контрактным сотрудником, сообщил. Во время внутренней встречи между представителями HYBE и двумя участниками BTS, Чингуком и Чимином, произошел неожиданный и напряженный момент. Согласно отчету, один из руководителей произнес некую фразу, после которой Чингук замолчал, а затем тихо, но с болью сказал «не говорите этого». Эта реплика не только потрясла всю комнату, но и вызвала особую реакцию Чимина. Он сразу посмотрел на Чингука, изменил свое обычное жизнерадостное выражение и, кажется, мягко сказал ему что-то, держа за руку. В интервью одному онлайн-изданию, базирующемуся в Сеуле, источник сообщил, была веская причина, по которой HYBE не допустила СМИ в радиус встречи в тот день. Они знали, что обсуждаемое станет мировым заголовком, и время еще не пришло. Другой источник, из производственной команды одного из популярных корейских шоу, рассказал, что после этой встречи Чингук выглядел подавленным и почти не разговаривал во время съемок. Несмотря на свою репутацию открытого и профессионального артиста, он пришел вовремя, делал свою работу, но атмосфера была абсолютно другой. Как будто что-то внутри него только что рухнуло, отметил источник, добавив, что Чимин находился рядом с Чингуком весь день, даже вне камер. Это событие породило волну слухов, якобы HYBE готовит масштабный план по изменению будущего BTS, особенно в контексте индивидуальной активности участников после службы в армии и новой стратегии развития бренда BTS. Самая горячая тема – возможность полного распуска группы или, по крайней мере, долгосрочной заморозки совместной деятельности ради усиления индивидуальных проектов участников. Многие убеждены, что та самая фраза Чингука «не говорите этого» стала реакцией на известие о том, что групповая деятельность больше не является приоритетом. Некоторые даже считают, что это решение было принято без полноценного согласования со всеми участниками, что ранее уже вызывало критику фанатов в адрес HYBE. Факт, что Чимин спонтанно выразил солидарность с Чингуком, лишь усилил представление о том, что за кулисами разгорелся серьезный эмоциональный конфликт. Аналитики кей-поп-индустрии считают, что подобная реакция Чимина, известного как эмоциональный центр и баланс группы, свидетельствует о том, насколько болезненным стало это решение HYBE для участников. На момент написания этой статьи HYBE не опубликовала официального заявления по поводу инцидента. Запросы от мировых медиа, таких как The Korea Herald, Dispatch, Billboard Korea и The Korea Times, остались без ответа. Общественная реакция формируется на фоне давнего напряжения между BTS и HYBE, особенно по поводу решений, принимаемых без учета мнения артистов. Некоторые академики в области корейской поп-культуры считают, что ситуация отражает глубокий структурный конфликт между личным творческим самовыражением артистов и институциональной властью агентств. BTS — это нечто выдающееся благодаря своему таланту и человечности. Но в системе корейской индустрии развлечений они по-прежнему подчиняются структуре, которая может игнорировать их личные переживания, написала профессор Ким Инджи, приглашенный преподаватель университета Йонси, в своей колонке. В этом контексте реакция Чингука, а затем и Чимина становится чем-то большим, чем просто эмоциональный момент. Это отражение глубокого конфликта между идеалами и коммерческой реальностью. Многие считают происходящее переломным моментом в истории BTS, моментом, когда участники впервые публично выразили несогласие с решениями компании, которые не отражают их ценности единства, искренности и уважения, которым они следовали более 10 лет. Тем временем крупнейшие фан-сайты BTS начали удалять промо-контент и заменять его заявлениями солидарности.
Один из самых известных, Галдернва, который активно поддерживает сольную карьеру Чингука, внезапно сменил свою биографию на «Мы будем на твоей стороне, даже если весь мир нет». Некоторые фанатские сообщества призывают к бойкоту официального мерча HYBE до тех пор, пока компания не даст прозрачное объяснение. Слухи также повлияли на акции HYBE. Они упали на 3,1% в течение 24 часов после распространения информации. Инвесторы выражают обеспокоенность тем, что неопределенность вокруг будущего BTS может негативно сказаться на долгосрочной стоимости компании. Напомним, что BTS все еще обеспечивает более 40% прямых и косвенных доходов HYBE, даже находясь на военной службе. На фоне нарастающего кризиса начали циркулировать и другие спекуляции. Некоторые альтернативные корейские медиа предполагают, что заявление HYBE связано с намерением перевести бренд BTS в цифровую и AI-платформу вместо традиционных форм деятельности, концертов и физических альбомов. Эти догадки подкреплены утечками внутренних документов и патентами компании, указывающими на экспансию в сфере метавселенных, NFT и цифровых голосов. Если это правда, то фраза Чингука «не говорите этого» становится символом сопротивления идее превращения BTS в цифровой продукт. В ответ на общественное давление, незадолго до публикации этой статьи, официальный аккаунт HYBE наконец выпустил короткое заявление. Мы понимаем обеспокоенность и эмоции наших фанатов и сообщим актуальную информацию в должное время. Просим вашего понимания. Но это лишь подлило масло в огонь. А спустя несколько минут после публикации заявления, Чимин выложил сторис в Инстаграм с черным фоном и короткой фразой «Я знаю, ты еще не готов это услышать». Многие ARMY считают это жестом поддержки Чингука. Так неужели мы становимся свидетелями самых серьезных перемен в истории BTS с момента их дебюта? Может быть, это первый момент, когда участники начали открыто ставить под сомнение контроль компании над своей жизнью. Или, возможно, это всего лишь одна из бурь, которые со временем утихнут. Одно ясно точно, звездочка, фраза «не говорите этого» стала знаком, что происходит нечто грандиозное, и мир пока к этому не готов.